Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в Объединенные Арабские Эмираты, страну роскоши всего самого-самого-самого, низких налогов, жаркого отдыха и увлекательной истории быстрого обогащения. В этом видео вы узнаете, что ОАЭ – это не только Дубай и Абу-Даби, в стране всего 7 эмиратов, и некоторые из них очень сильно отличаются от сидящего на нефти Абу-Даби и сверкающего роскошью Дубая. Посмотрим на каждый из 7 эмиратов, удивимся растущей в пустыне пшеницы и тому, что в Эмиратах, оказывается, есть горы. Поговорим об экономическом чуде этой страны и как оно произошло. Ну и, конечно же, увидим массу достопримечательностей и интересных мест, которые стоит посетить в Эмиратах, в том числе малоизвестных и от этого еще более интересных. Объединенные Арабские Эмираты – государство на Ближнем Востоке, расположено в восточной части Аравийского полуострова, состоящее из 7 эмиратов, каждый из которых представляет собой отдельную монархию. Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Аджман, Ум-эль-Кувейн и Фуджейра. Государство граничит с Саудовской Аравией и Оманом, омывается водами Персидского и Оманского заливов. Территория 83 600 квадратных километров. Население чуть более 11 миллионов человек, подавляющее большинство из которых это рабочие из разных стран, в основном из Пакистана, Индии и Бангладеш. Жителей страны, имеющих гражданство Эмиратов, всего около 1 200 000 человек. То есть из 11 с небольшим миллионов человек, проживающих в Эмиратах, почти 10 миллионов – это граждане других государств. Такого соотношения 90% иностранцев к 10% граждан нет, пожалуй, больше ни в одной стране мира. Столица государства – город Абу-Даби, официальный язык – арабский. Валюта – дирхам. Кратко расскажу вам, как и когда разбогатели Эмираты. В середине прошлого века здесь не было практически ничего, а местные жители зарабатывали рыбным промыслом, добычей жемчуга и разведением верблюдов. Все изменилось в 1966 году, когда в 60 морских милях от берега были обнаружены нефтяные месторождения, а уже в 1969 году на экспорт была отправлена первая партия добытой нефти. Далее в 70-е и 80-е годы были открыты новые морские залежи нефти Рашед и Фалах и сухопутное месторождение Маргам. Обнаружение на территории Эмиратов нефти послужило мощным толчком для быстрого роста экономики и развития государства. В начале 90-х годов прошлого века Дубай выглядел так. Ну а сегодня, спустя всего 30 лет, он выглядит так. Уже в начале 21 века Эмираты превратились в страну с одним из самых высоких уровней жизни. Буквально посреди пустыни были построены идеальные дороги, огромное количество современных зданий и международные аэропорты. Страна активно начала развиваться за счет нефти. По приблизительным подсчетам специалистов отрасли, ее запасов в Эмиратах хватит еще примерно на 110 лет. И казалось бы, сиди на нефтяной игле, зарабатывай миллиарды и ни о чем не переживай, как это делают многие нефтяные страны. Но правительство Эмиратов уже в начале 21 века понимало, что нефть рано или поздно закончится, и цветущий оазис может снова превратиться в пустыню. И эмиры уже тогда начали задумываться, а как будет развиваться наша экономика, когда запасы нефти исчерпаются, ведь постоянно рассчитывать на нефть неправильно и недальновидно. Правительство начало вкладывать огромные средства в сферу строительства и туризма, формируя новый бренд под названием «Дубай» в глазах всего мирового сообщества. Также в страну начали активно привлекать иностранный капитал нулевыми налоговыми ставками, благодаря чему огромное количество компаний из разных стран мира открыли в Эмиратах свои представительства и производства и до сих пор там успешно работают. А шикарные отели, рестораны и торговые центры в совокупности с высоким уровнем безопасности стали привлекать с каждым годом все больше и больше туристов. Были построены предприятия по опреснению морской воды, которые обеспечивают пресной водой не только население, но и огромное количество зеленых насаждений, цветов и сельскохозяйственных полей. Да, вы не ослышались, сельскохозяйственных полей. Об этом чуть позже. Сделав ставку на диверсификацию экономики в сторону свободной торговли, туризма, финансов и строительства элитного жилья, вложив нефтяные деньги в возведение небоскребов и одной из лучших туристических инфраструктур, эмиры не прогадали и попали в самую точку. На сегодняшний день туристический поток в Объединенные Арабские Эмираты достигает 17 миллионов человек в год, а количество новых бизнесов и покупок элитного жилья растет в геометрической прогрессии. Также большое количество людей приезжают в Эмираты ради шопинга, так как здесь низкая ставка НДС и цены на многие товары и бренды существенно ниже. Большим плюсом жизни в Эмиратах является отсутствие налогов на личные доходы. Это означает, что все заработанные вами деньги остаются у вас. Также правительство освобождает иностранцев от налогов на дивиденды и наследство, а покупая жилье, вы не платите ежегодный налог на имущество.
Международный аэропорт Дубая является крупнейшим хабом и, внимание, вторым в мире по пассажиропотоку, уступая лишь аэропорту Атланты в США. За 2023 год через Дубайский аэропорт прошло 87 миллионов пассажиров. И, кстати, дубайская авиакомпания Emirates по итогам прошлого года заняла третье место в рейтинге лучших авиакомпаний мира, уступив лишь Singapore Airlines и Qatar Airways. Поэтому, несмотря на то, что добыча нефти до сих пор является важным сектором экономики и составляет около 30% ВВП страны, с каждым годом этот процент становится все меньше, а соответственно и зависимость Эмиратов от нефти также снижается. К сравнению, в 2011 году доля нефти в ВВП страны составляла 78%. Теперь давайте посмотрим, как живут люди в стране, какой у них уровень жизни, а затем посетим каждый из 7 Эмиратов и узнаем, чем они интересны и чем отличаются, а они очень отличаются. Граждане Объединенных Арабских Эмиратов с самого рождения обеспечены множеством льгот и привилегий. В момент рождения ребенок получает земельный участок, которым в дальнейшем может распоряжаться как угодно, а семья, в которой он родился, $55 тысяч. При поступлении в университет гражданину оплачивается жилье и выделяется стипендия около $2000, даже если это университет в другой стране. Все медицинские и образовательные услуги в Эмиратах бесплатные. Если требуется лечение или операция за пределами Эмиратов, то и эти расходы государство также берет на себя. Но все это касается только граждан страны. Кроме этого, каждому гражданину государство начисляет прибыль от продажи нефти, а паре, заключившей брак, выделяется крупный денежный займ, который автоматически погашается, если в семье появляется третий ребенок. Граждане Объединенных Арабских Эмиратов в большинстве своем либо занимают руководящие посты, либо имеют собственный бизнес, либо работают в государственных структурах. В среднем их зарплата составляет около $8000 в месяц. К тому же каждому гражданину страны начисляется трудовой стаж, повышается уровень квалификации, а с ней ежегодно увеличивается и зарплата, и когда местные выходят на пенсию, их зарплаты могут достигать нескольких десятков тысяч долларов. Но, повторюсь, такие прекрасные возможности есть только у местных граждан. А вот основная масса приезжих рабочих, индусов, пакистанцев и выходцев из Бангладеш, то самое большинство, которое ежедневно трудится в Эмиратах на грязной и тяжелой работе и строит арабам настоящую восточную сказку, живет далеко не в таких приятных условиях. Приезжие иммигранты фактически попадают в зависимость от работодателя, ведь именно он оплатил перелет и визу. Живут они в основном в общежитиях, из которых формируются целые кварталы. В одной небольшой комнате может проживать до 10 человек. Еда готовится тут же, а туалет обычно расположен на улице. Районы, в которых живут мигранты, находятся на окраинах городов, поэтому большинство туристов даже не догадываются, какой ценой выстраиваются эти шикарные небоскребы и многополосные дороги. Средняя зарплата таких работников от $200 до $400 в месяц, а это, чтобы вы понимали, работа на улице на 50-градусной жаре и практически без выходных. И на фоне местных, живущих в роскоши, это, конечно, выглядит как издевательство. Но, несмотря на это, количество мигрантов, желающих приехать на заработки в Эмираты, очень велико, и многие ждут своей очереди годами, чтобы оказаться здесь. Потому что в своих странах, особенно это касается Бангладеш, они зарабатывают максимум $30 в месяц. И получить работу в Эмиратах для них тоже своего рода восточная сказка, ведь за один месяц работы тут они могут заработать больше, чем за целый год у себя дома. Ну что ж, теперь прокатимся по разным Эмиратам и посмотрим на них, чтобы составить впечатление о стране в целом. И начнем мы не со знаменитого Дубая, а с самого крупного Эмирата в стране. Абу-Даби – это не только самый большой эмират в стране, занимающий 80% всей ее территории, но и самый богатый. 94% всех разведанных залежей эмиратской нефти находятся на его территории. Также здесь в одноименном городе Абу-Даби расположена столица государства, резиденция правительства и большая часть всех административных учреждений страны. Абу-Даби, как и соседний эмират Дубай, поражает туристов роскошью и обилием футуристических строений. Например, здание музея Лувр. Это, так сказать, официальная франшиза парижского Лувра, за которую арабы щедро заплатили $525 миллионов, чтобы музей в Абу-Даби ассоциировался со знаменитым французским коллегой и в течение 30 лет имел право носить такое же имя. Еще 750 миллионов стоила аренда 300 произведений искусств, в том числе картин да Винчи, Ван Гога и Пикассо. Примечателен музей не только своими коллекциями, но и, конечно же, своей необычной архитектурой. Внутри здания много каналов с водой, а крыша в виде огромного ажурного купола выполнена из 8000 пересекающихся между собой звезд, через которые в здание проникает воздух и рассеивающийся солнечный свет, создающий очень красивую атмосферу и постоянно меняющий светотеневой рисунок внутри музея, в зависимости от положения Солнца на небе. Ferrari World – это тематический парк Ferrari площадью 200 тысяч квадратных метров. Он является самым большим в мире тематическим парком, расположенным в помещении.
Здесь находится множество интерактивных зон и развлечений, посвященных легендарной марке Ferrari и ее истории. Также в этом парке находится самая быстрая в мире пневматическая американская горка под названием Формула Росса, разгоняющаяся за 5 секунд до 240 км в час и дарящая при этом незабываемые ощущения. Ну и само здание парка в лучших традициях Эмиратов выглядит просто потрясающе. Здесь же неподалеку расположена гоночная трасса Формулы-1, на которой ежегодно проводится Гран-при Абу-Даби. Мангровый парк Джубайль. Глядя на такую красоту, поражаешься способности арабов вписывать в ландшафты пустыни не только архитектурные шедевры, но и природные. Мангровые деревья растут в воде, и корни их выглядят примерно вот так. Поэтому погулять по этому парку как по обычному не получится. Для прогулок сделаны специальные настилы над водой, гуляя по которым можно разглядывать рыб, экзотических птиц, в том числе и фламинго, и живописные мангровые заросли. Место очень красивое и умиротворяющее. Мечеть шейха Заида. Она была возведена в память самого почитаемого в Объединенных Арабских Эмиратах человека. Именно во времена его правления разрозненные бедуинские княжества превратились сначала в единое государство, а затем и в одну из самых богатых стран региона. При нем начали строить школы и больницы, раздавать людям земельные участки, а женщины получили право на труд и образование. Эта мечеть вместе с мечетью Джумейра в Дубае стала исключением, и в нее пускают не только мусульман, но всех желающих, в том числе и туристов. Единственное условие – соблюдать дресс-код в одежде. Вход в мечеть бесплатный, но нужно заранее забронировать себе слот для посещения через официальный сайт. Мечеть шейха Заида впечатляет не только размерами, но в первую очередь своей роскошью в отделке. 82 белоснежных купола отделаны мрамором. Во внутреннем убранстве использованы очень дорогие материалы, в том числе драгоценные камни и сусальное золото. Внутренний двор также полностью выложен мрамором, а ковер в главном зале мечети является самым большим ковром в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Его площадь 5627 квадратных метров, а вес составляет 47 тонн. В залах мечети висят 7 огромных люстр, сделанных в Германии, украшенных сусальным золотом и кристаллами Сваровски. Особенно красиво мечеть выглядит в темное время суток, когда включена подсветка. Вообще роскошь в арабском мире – это очень важная составляющая. Как говорится, хороший понт дороже денег. Эта фраза идеально характеризует Эмираты. Именно поэтому в стране настоящий культ золота. По статистике, ОАЭ занимают одно из лидирующих мест в мире по количеству золота, приобретаемого гражданами. В стране насчитывается 1000 ювелирных магазинов. Неудивительно, что именно здесь изготовили рекордно длинную золотую цепочку, длиной 5,5 километров, и гигантское золотое кольцо весом 64 килограмма. Золотом в Эмиратах можно даже расплачиваться, а золотой слиток можно получить в банкомате, он их выдает как обычные купюры. Еще одна гордость Абу-Даби – национальный аквариум. Это один из крупнейших океанариумов на Ближнем Востоке. Здесь можно увидеть 47 тысяч морских обитателей и отлично провести время всей семьей. Посетителям доступно более 60 аттракционов, поделенных на 10 зон с разной тематикой. Все сделано качественно, современно и интерактивно, поэтому интересно будет как взрослым, так и детям. В Объединенных Арабских Эмиратах строится много технологичных и амбициозных проектов будущего. Не зря Эмираты называют страной 21 века, в которой реализуется множество инновационных решений. Например, Бурдж-Бенгати – это небоскреб, который будет построен в престижном районе Дубая Бизнес-Бэй и станет самым высоким жилым зданием в мире. В башне высотой 557 метров будет 112 этажей, и счастливые владельцы таких апартаментов будут в прямом смысле жить выше облаков. Или, например, планируется строительство 274-метровой копии Луны на вершине 30-метрового здания. Внутри будет отель на 4000 номеров, спа-центр, ночной клуб и магазины. Хотя бы в такой форме у многих мечтателей и авантюристов получится побывать на Луне. А это солнечный парк Мохаммеда бин Рашида. Данный проект по строительству крупнейшей солнечной электростанции уже реализуется, и из 6 очередей в эксплуатацию уже сданы 4.
После сдачи четвертой очереди парка электроэнергией обеспечиваются около 320 тысяч домов. Этот проект направлен на снижение зависимости Эмиратов от природного газа и перехода на чистую энергию. И вот один из таких проектов уже активно строится в 17 километрах от столицы страны Абу-Даби. Это Масдар-Сити, эко-город будущего. Проект предполагает возведение первого в мире города, который будет обеспечиваться солнечной энергией и другими возобновляемыми источниками энергии, а также имеющего устойчивую экологическую среду с минимальными выбросами углекислого газа в атмосферу и системой полной переработки отходов городской деятельности. Город рассчитан на пешеходов, но для поездок на дальние расстояния будут использоваться беспилотные электрокары. Доступ для обычных автомобилей в город будет закрыт. Планируемое население города 45-50 тысяч человек, и еще около 60 тысяч будут ежедневно приезжать в Масдар-Сити на работу. К 2024 году в городе уже живет и работает более 20 тысяч человек. Ну а теперь переносимся в граничащий с Абу-Даби самый известный и прогрессивный эмират – Дубай. Современных и технологичных строений здесь не счесть, они поражают как размерами, так и креативными формами. Ну и объектов с приставкой «самый» в Дубае, конечно же, хватает. Начнем с гиганта, который прославился уже на весь мир. Бурдж-Халифа – это самое высокое в мире здание, когда-либо построенное человеком. Его высота 828 метров. Помимо этого, небоскреб может похвастаться самым большим количеством этажей – 163, самыми высокими и быстрыми лифтами, которые поднимаются со скоростью 10 метров в секунду, и самой высокой смотровой площадкой – 555 метров. Но поговаривают, что этому великану недолго осталось почивать на лаврах. Шейхи из Саудовской Аравии имеют страстное желание переплюнуть своих соседей из Эмиратов и уже выкатили проект строительства здания высотой 2000 метров, а это более чем в 2 раза выше Бурдж-Халифа. Конечно, технически это очень сложно сделать, но глядя на темпы развития этих двух стран, понимаешь, что для них нет ничего невозможного. А вот это интереснейшее по своим формам здание – музей будущего. Хотя если говорить о Дубае, то будущее тут, по-моему, уже наступило. В данном музее можно увидеть, каким будет наше будущее в ближайшие 50 лет. Интерактивные залы на тему исследования космоса, искусственного интеллекта, робототехники, медицины, транспорта и многих других аспектов нашей жизни. Музей не только красив снаружи, но и интересен внутри. Отель Бурдж Аль-Араб, думаю, известен уже каждому, так как построен давно, в далеком 1999 году и ставший одним из первых чудес Дубая. Отель находится на искусственном острове у берегов Персидского залива и является, пожалуй, самым узнаваемым зданием города. Бурдж Аль-Араб позиционируется как роскошный 7-звездочный отель с собственным закрытым пляжем, вертолетной площадкой на крыше, ну и, конечно же, фантастическим видом на Дубай и бирюзовую морскую гладь. Стоимость проживания в нем начинается от $1100 за ночь. Кстати, в Дубае очень крутое и необычное метро. Во-первых, вагоны в нем различаются по гендерному типу. Есть вагон для женщин и маленьких детей, есть чисто мужской вагон, а есть смешанный для обоих полов. В женский вагон мужчинам вход запрещен, как и женщинам в мужской. А вот первый вагон в поезде обычно называется «золотой», он для VIP-пассажиров. Для поездки в нем нужна золотая карта или золотой тариф, соответственно, такая поездка будет стоить дороже. В золотом вагоне более комфортные кресла, интересный дизайн, но основной плюс поездки в первом вагоне – это то, что ты приезжаешь быстрее остальных. Главная же фишка дубайского метро в том, что в поездах нет машинистов, все составы полностью автоматизированы. Поэтому если сесть в первый или последний вагон и пройти в его переднюю часть, то можно посмотреть на дорогу глазами машиниста. Ну классно же! Ну и продолжая тему общественного транспорта, так как летом здесь стоит невыносимая жара под 50 градусов, то большинство автобусных остановок в Дубае закрытого типа и оснащены кондиционерами, что существенно облегчает страдания. Чем Эмираты по-настоящему удивляют, так это тем, как при таком сковородочном климате они умудряются озеленять улицы и парки, высаживать миллионы цветов и даже поддерживать в идеальном состоянии поля для гольфа. А ведь все это требует постоянного полива и, учитывая климатические особенности, огромного количества воды. А вода в пустыне, как известно, дороже золота. Но благодаря большому количеству построенных опреснительных установок в Эмиратах уже давно нет проблем с водой. А система полива современная и технологичная, прикорневая. Под землей проведены трубки, которые дозированно подают воду к корням растений ровно столько, сколько нужно, в зависимости от температуры воздуха.
А самый роскошный парк в Дубае – это Dubai Miracle Garden или Сад чудес. Это очередной эмиратский рекордсмен, являющийся самым большим цветочным парком в мире. На площади 72 тысячи квадратных метров растет более 250 миллионов растений, из которых 50 миллионов – это цветы. Также в Книгу рекордов Гиннесса занесена самая большая цветочная композиция в виде самолета Airbus A380, созданная в его натуральную величину. В Саду чудес из цветов и растений сделано множество различных скульптур, животных, деревьев и домов. А царящую здесь красоту невозможно описать словами, и уж тем более невозможно описать невероятный аромат в воздухе, источаемый миллионами цветов и растений. Но и это еще не все. Также здесь расположен крупнейший в мире крытый сад бабочек, в котором насчитывается более 17 тысяч особей. Еще один сад, но не из цветов, а из флагов. Почему бы и нет? Открылся в прошлом году на пляже Джумейра. Достопримечательность действительно грандиозная и состоит из 11 600 национальных флагов Объединенных Арабских Эмиратов, из которых составили портреты отцов-основателей страны шейха Заида и шейха Рашида Аль-Мактума. Пальма Джумейра – это один из самых грандиозных проектов Дубая, благодаря которому город можно узнать даже с высоты пролетающего самолета. Это искусственный остров в форме пальмы размером 5 на 5 километров, на котором расположены пляжи, отели, частные виллы и резиденции, и окружает его огромный полумесяц, представляющий собой 11-километровый волнорез. Остров связан с материком 300-метровым мостом, а полумесяц с верхушкой пальмы связывает подводный туннель. Ну а туристическим эпицентром роскоши на острове является отель Atlantis The Palm, расположенный ровно по центру полумесяца. В отеле более 1500 номеров, подводные люксы, аквапарк, огромные аквариумы с множеством рыб, потрясающая пляжная зона и 35 всемирно известных ресторанов, радующих посетителей своей изысканной кухней. Ну что, не устали от рекордов и слова «самый»? Тогда едем дальше. Око Дубая – это 250-метровое колесо, конечно же, является самым высоким колесом обозрения в мире. Открылось, кстати, не так давно, в 2021 году. Колесо совершает полный оборот за 38 минут, и одновременно в нем может находиться 1750 человек. Око Дубая на 82 метра выше предыдущего рекордсмена колеса High Roller, находящегося в Лас-Вегасе. Дубай Молл. Многие ошибочно утверждают, что Дубай Молл самый большой торговый центр в мире. Да, он им был до 2018 года, когда в Иране открылся действительно самый большой на сегодняшний день торговый центр – Иран Молл. По общей площади он почти в 1,5 раза больше дубайского. Но тем не менее Дубай Молл огромен и очень популярен как у местных, так и у туристов. Здесь можно найти практически все, но большая часть торговых площадей занята магазинами с парфюмерией, ювелирной продукцией, бутиками с брендовой одеждой и прочими атрибутами богатой жизни. Как вы понимаете, спрос на такую продукцию здесь большой. ТЦ выполнен в лучших традициях Дубая с присущим восточным шиком. Внутри много тематических парков и развлекательных центров, 22 кинозала и около 150 кафе и ресторанов. А центром внимания всех посетителей является гигантский аквариум на 10 миллионов литров воды, в котором обитает более 300 видов рыб и морских животных, в том числе скаты и акулы. Рассмотреть как следует многочисленных обитателей можно с помощью тоннеля, расположенного под аквариумом. Если и этих впечатлений мало, то вот вам скелет настоящего динозавра в полный рост. И это не муляж, а настоящая окаменелость динозавра диплодока, найденная на просторах пустыни и тщательно восстановленная. Его высота 24 метра. В 50 километрах от Дубая в пустыне Аль-Кудра не так давно появилась новая весьма романтичная достопримечательность в виде двух переплетенных сердец. Называется озеро Любви, которое сразу же стало любимым местом молодоженов и влюбленных пар. Озеро окружено уютной парковой зоной, по которой можно прогуляться и отдохнуть от шума и делового ритма Дубая. Дубайская рамка. Чего только не увидишь в этом городе. Тут надо пояснить. Перед архитекторами была поставлена задача создать эмблему, так сказать, новое лицо Дубая. В итоге победу одержал данный проект, архитектор которого объяснял, что Дубай и так полон выдающихся зданий, и если строить очередное такое же, то вряд ли получится сделать его эмблемой города. Поэтому он решил обрамить все уже имеющиеся достопримечательности с помощью одной гигантской картинной рамы, вид сквозь которую постоянно меняется и будет меняться в будущем, олицетворяя бурное развитие Дубая. Причем рамка расположена так, что с одной стороны в нее видны современные достопримечательности города, а с другой старые строения, символизируя этим прошлое и будущее Дубая.
Но это не просто какой-то каркас высотой 150 и шириной 93 метра, а полноценное здание, в котором находится музей, посвященный истории Объединенных Арабских Эмиратов. А на вершине рамки располагается смотровая площадка со стеклянным полом, где можно насладиться видом и немного пощекотать нервишки. И заканчивая наше путешествие по Эмирату Дубай, хочу показать вам такое место, о котором вообще мало кто знает и мало кто там был. Чтобы вы не подумали, что Дубай это только пустыня и куча небоскребов. Хата – это уникальная природная достопримечательность, расположена в 130 километрах от Дубая и находится на краю Эмирата почти на границе с Оманом. Тут есть то, чего зачастую не хватает жителям и гостям современного Дубая – горы, озера с пресной водой, исторические объекты и богатая фауна. Здесь расположены Хаджарские горы, в районе Хаты они невысокие, в среднем 600-800 метров. Хотя высшая точка Хаджарских гор, расположенная в соседнем государстве Оман, гора Джабаль-Шамс, имеет высоту 3009 метров. Главная точка притяжения Хаты – это плотина. Здесь же находится красивейшее пресное озеро, окруженное живописными скалами. Сейчас Хата активно развивается в туристическом плане и появляется много новых активностей. Можно взять в аренду каяк, катамаран или лодку и покататься по озеру, наслаждаясь тишиной и красотой природы. Есть аренда горных велосипедов. Можно пострелять из лука или промчаться на зиплайне. Ну и, конечно же, незабываемым впечатлением будет ночевка в горах. Здесь есть отели и отдельные маленькие домики типа глэмпингов, сквозь панорамные окна которых можно любоваться звездами, а они ночью в пустыне светят очень ярко. Отправляемся в третий по счету Эмират, а всего их 7, не забываем. Шарджа – это самый строгий и религиозный Эмират. Алкоголь, в отличие от Дубая, здесь запрещен категорически, и даже в отелях его нет. Наверное, поэтому турпоток сюда сильно меньше. Но если вы не алкаш, то это весьма интересный вариант для отдыха. Шарджа довольно спокойный и консервативный Эмират. Он не соревнуется с другими Эмиратами по принципу круче и выше, а живет в своем темпе. Главный плюс Шарджи в том, что отдых здесь обойдется вам существенно дешевле, чем в Дубае или Абу-Даби. И это касается не только стоимости отелей, но и цен в кафе, ресторанах, а также стоимости развлечений и экскурсий. Столица Эмирата носит такое же название – Шарджа. Очень удобно. Именно в этом городе и находится большинство отелей и хорошо оборудованных пляжей с идеальным песком, где можно приятно провести время. Также здесь организуют очень крутые джип-туры, где профессиональные водители лихо прокатят вас по красным пескам пустыни Руб-аль-Хали. Такое развлечение популярно не только среди туристов. Многие местные регулярно выезжают на своих мощных внедорожниках и бороздят барханы вдоль и поперек. Конечно, джип-туры организуют и в других Эмиратах, но в плане рельефа и высоты барханов пустыня в районе Шарджи считается лучшим местом для подобного рода развлечений и дарит максимум острых ощущений. Помните, в начале видео я говорил, что арабы достигли невероятного и научились выращивать пшеницу в пустыне. Собственно, вот доказательство. Эта пшеница растет в пустыне, в районе Млейха. Площадь посевов около 400 гектар. Эксперимент показал, что пшеницу выращивать в пустыне возможно. Конечно, учитывая климатические особенности, делать это очень непросто, и за помощью обратились к науке. Процесс орошения пустынной земли основан на искусственном интеллекте, который передает информацию о погоде и состоянии почвы в главный центр сельскохозяйственных операций для регулирования скорости и количества потребляемой воды. Далее вода из резервуаров по 13-километровой магистрали с помощью мощных насосов подается в ирригационные станции, которые, передвигаясь по полям, поливают их и поддерживают нужный процент влажности в почве. Такое вот пустынное сельское хозяйство. Правительство Шарджи заявило, что это лишь начало, и регион продолжит развивать собственные продовольственные проекты, в том числе в сфере выращивания овощей и производства молочных продуктов. Мечеть Шарджи, так и называется. Это самая большая мечеть во всем Эмирате. Была построена в 2019 году. Мечеть очень красивая и открыта для посетителей не мусульман. Но не забываем про дресс-код в одежде. Остров Аль-Нур – это искусственно созданный остров-парк, отлично подходит для семейного отдыха и релаксации. Попасть на остров можно по красивому пешеходному мосту. Остров достаточно большой и с множеством растений, но в первую очередь знаменит он своим парком бабочек, в котором в комфортной среде обитают более 600 крылатых красавиц из разных стран.
Напротив острова расположена одна из самых красивых мечетей Шарджи – мечеть Аль-Нур. Она была построена по подобию голубой мечети в Стамбуле и полностью отделана белым мрамором, что смотрится очень эффектно. Мечеть также открыта для всех желающих, в том числе и не мусульман. В 50 километрах от Шарджи находится заброшенный городок Аль-Мадам, или, как его называют, город-призрак. Жителям пришлось покинуть его из-за активности пустыни. Дело в том, что проектировщики, когда строили дома, не рассчитали того, что они будут расположены на пути мигрирующей дюны. Из-за этого дома живущих тут людей постоянно засыпало песком, и как они только не старались с ним бороться, ничего не помогало. В конце концов, люди были вынуждены покинуть эти дома, и пустыня почти полностью поглотила их, превратив городок в очень атмосферное и, прости господи, инстаграмное место. Дома эти были построены в 70-х годах прошлого века в рамках проекта по обеспечению жильем граждан Эмирата. Поэтому, если вам интересно посмотреть, как и где жили местные 50 лет назад, то это место подойдет идеально. Аджман – это самый маленький эмират в стране. Он настолько крохотный, что занимает всего лишь 0,3% от всей территории страны. Столица, как вы уже, наверное, догадались, называется тоже Аджман. Этот эмират имеет очень интересное и необычное территориальное деление. Основная часть населения проживает в столице эмирата, которая со всех сторон окружена другим эмиратом – Шарджа, и находится внутри него. Получается как бы эмират в эмирате. Еще в состав Аджмана входят два эксклава – поселок Манама, расположенный в 60 километрах от столицы, и Масфут, находящийся в 110 километрах от столицы. Масфут, кстати, играет очень важную роль для страны, так как здесь сосредоточены основные источники питьевой воды. Также Масфут специализируется на выращивании финиковых пальм и других фруктовых деревьев. В Аджмане тоже есть береговая линия Персидского залива, поэтому пляжный отдых и отели здесь имеются. Цены невысокие, примерно на уровне Шарджи, но и развлечений по сравнению с большими эмиратами, конечно, мало. Это место для тихого и спокойного отдыха. Из необычных развлечений это проводящиеся тут верблюжьи бега, которые невероятно популярны у местных жителей, примерно как конные скачки в Европе. В Эмиратах это самый любимый вид спорта. В стране даже есть 15 полностью оборудованных трасс для таких забегов. Забеги обычно устраивают в зимние месяцы, когда людям и животным не мешает сильная жара. Победа в состязаниях считается очень почетной и престижной, поэтому перспективные животные стоят очень дорого. Стоимость одного верблюда может доходить до нескольких миллионов долларов. Арабы очень азартные и, конечно же, делают огромные ставки на потенциальных победителей, поэтому деньги на таких соревнованиях льются просто рекой. А самое красивое место, которое обязательно нужно посетить в Аджмане, это заповедник Аль-Зора, уникальная природная достопримечательность, расположенная в окрестностях столицы. Экосистема заповедника состоит из мангровых зарослей, красивых песчаных пляжей, бирюзовых лагун и коралловых рифов. И является настоящим раем для перелетных и обитающих здесь птиц. В заповеднике их более 60 видов, включая розового фламинго и белую цаплю. Ну а лучший отдых здесь – это водная прогулка на каяках, отличный способ исследовать мангровые заросли и понаблюдать за обитающими здесь птицами в естественной среде. Также рядом с заповедником расположен многофункциональный комплекс класса люкс, включающий в себя жилые резиденции, закрытый пляжный курорт и даже гольф-клуб. Рас-эль-Хайма – это пятый эмират в нашем большом путешествии по Объединенным Арабским Эмиратам. Рас-эль-Хайма расположен в самой северной части страны и является самым плодородным эмиратом, получая максимальное количество осадков. Местные власти, пытаясь оттяпать у Дубая кусочек мировой славы, тоже построили в столице несколько насыпных островов под названием Аль-Марджан, заточенных под пляжный отдых. Так что насыпными островами в Эмиратах уже никого не удивишь. Как и мангровым лесом, который растет здесь прямо у городской набережной, что доставляет невероятный восторг приехавшим туристам. Еще Эмират выделяется тем, что в окружающей его пустыне водится много антилоп-ориксов. Они встречаются и в других Эмиратах, но гораздо реже, скорее всего потому, что здесь больше всего осадков, а соответственно и больше растений, которыми питаются антилопы. Но самая главная достопримечательность находится в 30 километрах от столицы Рас-эль-Хайма. Это самая высокая гора в Объединенных Арабских Эмиратах. Джебель-Джейс, вершина высотой 1934 метра, является частью горного хребта Аль-Хаджар и высшей точкой Эмиратов.
На нее несложно подняться, для туристов сделано несколько пеших маршрутов, отличающихся по уровню сложности и протяженности. По пути можно полюбоваться горными панорамами, фруктовыми садами, деревнями и фермами. Температура на вершине горы градусов на 12 ниже, чем у подножья, поэтому летом здесь можно еще и немного освежиться. А еще на Джебель-Джейс находится самый длинный в мире зиплайн, его длина 2832 метра. Трасса проходит через живописные каньоны и горы, а сам полет занимает около 3 минут, во время которого вы развиваете скорость до 150 км в час. Отправляемся в следующий эмират. Фуджейра, в отличие от других эмиратов, располагается на берегу Оманского, а не Персидского залива. Территория эмирата протянулась вдоль залива более чем на 90 километров. Значительную часть территории Фуджейры занимают горы, подступающие к побережью почти вплотную. И вообще Фуджейра – это самый гористый эмират в стране. Здесь нет небоскребов, зато есть множество красивых ландшафтов. Поэтому если вы любитель гор, то этот эмират вам точно понравится. Здесь находится много старых фортов и самая древняя мечеть в стране – Аль-Бидия, датируемая 1446 годом. В 2022 году Фуджейра пережила сильное наводнение из-за проливных дождей, прошедших в конце июля. Это привело к масштабным разрушениям в Эмирате, затронувшим как предприятия, так и жителей. Для этих мест это была настоящая погодная аномалия, которая принесла самый высокий уровень осадков за последние 30 лет. Остров Снупи находится недалеко от побережья Фуджейры. Остров стал излюбленным местом для поклонников водных видов спорта, таких как снорклинг и дайвинг. Он окружен живописными коралловыми рифами, где обитает множество представителей подводного мира. Здесь можно увидеть морских черепах, скатов, дельфинов и даже небольших рифовых акул. И, кстати, остров Снупи получил свое название из-за необычной формы скалы, которая напоминает одноименного мультяшного персонажа, лежащего на спине. Ну и последний, 7-й эмират в нашем сегодняшнем путешествии – Эль-Кувейн. Это самый малонаселенный эмират из всех. Нефти здесь нет, развлечений тоже немного. Эмират простой и провинциальный, а потому и турпоток сюда низкий. Люди здесь живут, сохраняя обычаи и традиции. И одна из таких традиций – это соколиная охота, важная часть эмиратской культуры и очень популярное времяпрепровождение. Сокол – это национальный символ Объединенных Арабских Эмиратов, он даже изображен на гербе страны. И к этой птице здесь настолько особое отношение, что для соколов делают даже специальные паспорта. Для арабов соколиная охота – это своеобразный вид спорта, а цена на сокола может доходить до $200 тысяч. Поэтому неудивительно, что со своими пернатыми друзьями владельцы обращаются крайне аккуратно. Например, в Абу-Даби есть даже специальный медицинский центр для соколов, куда птиц привозят на лечение или на медосмотр. В Эль-Кувейн недалеко от берега расположилась группа островов, покрытых мангровыми лесами. Это природная заповедная зона, которая играет очень важную роль для мигрирующих птиц. Самый крупный остров Синия, площадью 90 квадратных километров. Благодаря близости к Дубаю этот остров стал популярной достопримечательностью для туристов, интересующихся природой Персидского залива. Синия – это одно из лучших мест в Эмиратах для наблюдения за птицами. Эти места дают возможность орнитологам понаблюдать за множеством обитающих и перелетных видов птиц, в том числе и очень редких, находящихся под угрозой исчезновения. Теперь вы знаете, что Эмираты – это не только Дубай, а природа Эмиратов – это не только пустыня. Страна очень интересная и многогранная, и каждый найдет в ней для себя что-то особенное.